Всем добрый день на канале ZenVlog. Напоминаю для новых зрителей, что я веду влоги из Германии. Обновим знания для стареньких, кто на нашем канале уже давно, потому что некоторые по сей день могут написать, типа, Андрюха, а куда ты пропал из Беларуси? Мы из Беларуси ехали в 2020 году вместе с семьей, 4 человека, я, жена и 2 детей. По сей день мы находимся в Германии. Кстати, про нашу небольшую семью, меня, как еще раз напоминаю, зовут Андрей, моя жена Оля, и у нас есть 2 маленьких ребенка. Ну, как маленьких, уже 10 и 6 лет. У меня даже их имена выбиты на руках. Кстати, потому что многие спрашивают, что это за татуировки. Это вот София, это имя дочки, а это Марк здесь у меня. Это имя моего сына. Это чтобы не забывать. Сегодня будет видео о том, какой был наш 2022 год в Германии. И так как это заключительное видео в этом году, и скоро наступают праздники, Новый год, Рождество уже кто-то отметил, прошло у кого-то еще, но впереди, поэтому надо как-то более празднично выглядеть. Ну вот это единственное что-то более новогоднее в моем гардеробе. Так что сейчас в таком виде продолжим. Да, я знаю, никому не нравятся эти разговорные видео, потому что они нудные, все время один и тот же самый фон, поэтому я сделаю максимально быстрым, по фактам. И все, начнем. Погнали. Ну, первое, наверное, такое, что самое интересное у нас было в этом году, это мы поменяли место жительства. И это было уже не локально, это было колоссальный переезд. Переехали из Саксонии-Анхальт в НРВ. Мы поменяли город и землю. Первый наш город, когда мы переехали в Германию, был Кведлинбург. Я считаю по сей день, что это самый красивейший город. Он старый, там много фахверка, много видео у меня было из этого города. Он великолепный. Особенно он на Рождество, он просто был непередаваемый. Бюнден, в котором мы сейчас живем, он как-то немножко другой. Он более такой спальный. Тут нету таких мест, как у нас было в Кведлинбурге, что ты можешь по центру гулять, просто наслаждаться вот этим фахверком, старыми зданиями, замком. Здесь этого нету. Но, знаете, да, вот мы полностью поменяли место жительства в этом году. Еще из такого интересного, что случилось у нас в Германии, это то, что Марк пошел в первый класс в Германии, здесь уже, в этом городе, в Бюнде. Так что все, он у нас уже первоклашка. Кстати, у него сегодня выпал зуб. Я сделал тест, и я понял, что у меня корона. Ну, тест показал, что у меня корона. Так что, когда я записываю это видео, я болею короной. Хотя у нас государство сказало, что она уже закончилась. Я вот дождался до конца. Ну, чувствую себя великолепно, я не знаю. Касательно нашей семьи, кто чем занимается, Оля у меня врач, и вот только благодаря ей мы и переехали в Германию, да, она врач здесь, в Германии, сейчас работает здесь в клинике. Я долгое время не знал, чем заняться, как себя найти. Видео, это то, что мне нравится, и поэтому я наконец-то начал заниматься съемкой свадеб. Я открыл ИП, про которое я расскажу в следующем видео, как это делается, легко это или просто. Опыт у меня еще, конечно, небольшой, там порядка, наверное, 10 свадеб я снял, но вот по чуть-чуть, шаг за шагом я стараюсь улучшать свои навыки и качества. Видео это для меня как средство самовыражения, и там нету никаких границ, все эти границы размываются с опытом, как технические, так и визуальные, так что чем больше ты работаешь, тем лучше ты становишься. Ну это везде, наверное, так. Касательно отдыха в 2022 году. Отдых, это тема такая интересная, это и корона, это и все вы знаете, что происходит в мире. Поэтому мы решили не изменять традиции, так как мы находимся в Европе, мы поехали к моей маме в Хорватию. Шикарно, это было шикарнейшие 3 недели. Это море, это супер, это общение с семьей. Я увиделся с мамой, с отцом, с батей. Ну, батя это мой дедушка. В одном из видео я оставлю ссылочку, можно посмотреть, я про них рассказывал. У нас такое уже как традиция, каждое лето мы едем в Хорватию. Не знаю, что будет в следующем году, но я надеюсь, мы это повторим. Да, класс. Так, сейчас, наверное, стоит притормозить, поставить на паузу о том, как у нас тут все хорошо, потому что многие пишут, ты не рассказываешь, как все ужасно в Германии, там это Европа это загнивает. Пару слов сейчас о Европе, так как мы здесь находимся. Переехав сюда, в Германию, мы как бы ощутили себя более стабильно, у тебя была уверенность в завтрашнем дне. То, чего нам не хватало в Беларуси. И это все было хорошо до февраля 2022 года. Потом стабильность это немножко ушла. Цены поползли вверх, зарплаты нет. Мы все нормально ощутили и поняли, что государство живет отдельно, руководство государства от людей. И проблемы людей их не совсем интересуют. Это очень ярко стало ощущаться. Касательно демократии, многие задают вопрос, демократия в Европе. Демократия это слово, которое можно интерпретировать просто так, как тебе угодно. Но самый главный фактор вообще демократии, наверное, для меня самое важное, это свобода выражения своих мыслей, слова, да. Ну и тут все очень хорошо это ощутили. Я смотрю по новостям, по всему остальному, что ты здесь имеешь право говорить только то, что говорит государство и как оно думает. Но так как у меня канал аполитичный, меня это вообще мало волнует, интересует. Но оно это заметно.
Что касательно цен, вы можете посмотреть у меня на канале, я оставлю ссылочки или просто перейти в плейлист «Жизнь в Германии», цен, какие у нас проблемы еще были, что нам разбили машину, какие проблемы были при поиске квартиры, там, как мы переезжали. Это все можно найти, потому что, ну, посмотреть, это долго рассказывать, это разговорное видео долго, ну, не удержишь человека, да. Насчет цен приведу просто один такой банальный, простой пример. Мы закупаемся продуктами, Einkauf это называется в Германии, раз в неделю на семью из 4 человек. Раньше вот у нас эта потребительская корзина стоила на неделю от 80 до 130 евро максимум. Можете посмотреть, кстати, видео, как мы раньше закупались. Это вот 130 евро, там был это алкоголь, там просто мы шли в магазин, мы не думали, красная рыба, что где брать, там лосось, пожалуйста. Сейчас все немножко изменилось. Сейчас та же самая потребкорзина стоит уже от 180 евро. Это вот, наверное, самый такой интересный фактор по ценам. Но не будем, наверное, плохом. Все это как бы можно пережить, с этим можно жить, и ничего страшного-то особенно не случилось. Ну и заканчивать это видео надо на позитивной ноте, поэтому сейчас такой факт, да, что у нас случилось в этом году из позитивного, ну, много чего было интересного. Это и отпуск, что я рассказал, и Марк пошел в школу, и все живы, здоровы, это великолепно. У нас с Олей в этом году был юбилей, 15 декабря, 15 лет нашей свадьбы. В итоге, получается, до свадьбы мы еще где-то 1,5 года встречались. 16 с чем-то лет мы уже знаем друг друга. Это вообще вот великолепно. Я хочу выразить Оле просто вот огромную благодарность за все, за то, что она меня столько лет терпела, еще будет терпеть. Но тебе повезло со мной, я великолепен, я это знаю. И благодаря ей мы находимся здесь в Германии, так как она врач, она подтвердила здесь диплом. Это был нелегкий путь, но она с этим справилась. Еще раз тебе огромное спасибо. И вот то, что мы находимся в Германии, только все благодаря ей. Я про это никогда не забуду. Конечно, это малая часть того, что у нас произошло за год. Тут можно рассказывать, сидеть долго-долго-долго. Но еще раз повторяю, что я не буду вам надоедать очень длинным видео, поэтому уже будем подходить к концу. В конце хочу сказать, что не забываем про подписку, про лайки. Подписываемся на канал, если вы новенький. Если вы тут постоянно комментируйте, постоянно что-нибудь пишите, проявляйте активность. Во-первых, мне это интересно, мы с вами коммуницируем, да, и для алгоритма это тоже очень классно. На этом я буду заканчивать видео. Вам спасибо за просмотр. Не забываем, пожалуйста, про лайки, про подписку. И увидимся с вами в следующем году с новыми видео. Хотя я сейчас заболел, сижу дома, может быть даже получится что-то записать еще в этом году. Всем спасибо еще раз за просмотр и до новых видео. Пока!